жили в этом городе, дружили в этом городе, ходили в этом городе гулять. Девчонкам мы любили напевать. Ростов город, Ростов дом, синий звездный небосклон, улица Садовая, скамеечка кленовая. Ростов город, Ростов дом. Ростов — город, Ростов — дом. Сказочный город с доброй и захватывающей дух историей. Каждый кусочек своей жизни, как кирпичик, в историю развития города вложили наши прадеды, деды, отцы. И продолжаем каждый день вкладывать мы, стирая грань времен между прошлым и настоящим, выстраивая большой красивый город. На границе Европы и Азии, на правом берегу реки Дон, расположился один из южных городов России – Ростов. История Ростова-на-Дону весьма богата. Основным шагом в зарождении города стал указ Елизаветы Петровны от 15 декабря 1749 года об основании Тимирницкой таможни. На этом самом месте, где во времена азовских походов великим царем Петром I был обнаружен богатый источник, начали строить крепость, названную в честь митрополита Дмитрия Ростовского. И неудивительно, что Елизавета Петровна выбрала именно эту землю для основания. Ведь по водным путям можно и по сей день попасть в Азовское, Черное, Белое, Балтийское и Каспийское моря. Оттого и прозвали Ростов-на-Дону портом Пяти морей. Помимо развития торговли, в городе немало высших учебных заведений, в которые приезжают учиться студенты из самых отдаленных мест Земли. Одними из крупных государственных вузов в Ростове на 2020 год являются Научно-образовательный центр Юга России, Южный федеральный университет, ведущее высшее учебное заведение по подготовке медицинских кадров, Медицинский университет, многопрофильный образовательный и учебно-методический центр Юга России, Экономический университет, опорный многопрофильный вуз Ростовской области, Донской государственный технический университет, а также Университет путей сообщения, обеспечивающий выпускникам дорогу в светлое будущее. Ростов-на-Дону прекрасен во все времена года. Весной, наполненный пышной зеленью листьев и благоуханием цветов, город создает романтическое настроение, которое дает его жителям новый глоток воздуха в повседневной суете. Летом, залитый ярким солнцем, от которого температура воздуха на протяжении нескольких месяцев превышает отметку в 35 градусов, дарит прохладу даже в жаркий полдень, как для детей, так и для взрослых. Осенью город балует дивными красотами парков, насыщенными яркими красками красно-золотых листьев и уникальной красотой природы. Сказочная зима особенно прекрасна в парках Ростова-на-Дону, когда все засыпано снегом, который падает, тихо кружась. И смотря на такие кадры, где ветки елей усыпаны снежным покровом, можно помечтать о чем-то прекрасном. С приходом весны снег начинает постепенно таять.
Проснувшиеся после морозов росточки стремятся к солнцу. Невероятно красивые белые цветки украшают деревья, постепенно окутывая город нежными ароматами и пестрящими зелеными красками, представляя в лучшем свете невероятно большое множество достопримечательностей, на которые обращает внимание каждый уважающий себя турист при посещении города. Выделим лишь основные места, пользующиеся большим туристическим спросом, представленные на визитной карточке яркого и гостеприимного во всех смыслах города Донской земли. На южном въезде в город с правой стороны расположен памятник архитектуры Тачанка-Ростовчанка. Не каждому туристу или фотографу удается взобраться на памятник, чтобы разглядеть виднеющиеся очертания Ростова-на-Дону. А если же туристу и удается это сделать, то его взгляд прежде всего направлен в сторону центральной улицы города Большой Садовой, которая до середины XIX века была окраиной города и называлась Загородной. Если бы не градоначальник Андрей Матвеевич Байков, изменивший в 1862 году улицу до неузнаваемости и отдавший лучшие годы своей жизни, неизвестно, какой бы она была сейчас. За огромный вклад в развитие Ростова-на-Дону Андрею Матвеевичу Байкову установлен памятник неподалеку от здания городской думы, построенного по проекту русского архитектора Александра Никаноровича Померанцева в 1899 году и являющимся памятником архитектуры федерального значения. Рядом с администрацией города излюбленное место всех ростовчан — парк культуры и отдыха имени Максима Горького. В парке высажены редкие деревья, цветы, действует летняя эстрада, а также работают аттракционы и площадки для игр. Именно так и никак иначе каждый участник готов поддержать друг друга в масштабном всероссийском полумарафоне «Забег». Вне зависимости от часовых поясов, любители спорта по всей стране стартовали в одно время. Улыбающимся в камеру спортсменам разных возрастов предстоит также весело преодолеть сразу 3 дистанции на маршруте, который проложен по живописным местам Ростова-на-Дону. Ростовчанами и туристами особо почитается главная площадь города — Театральная. Здесь располагаются одновременно несколько объектов архитектурного и культурного достояния. Особым украшением площади служит здание, определяющее ее облик — Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького, основанный еще в 1863 году. Нынешнее здание театр получил в 1935 году. Предполагается, что в основу архитектурных форм его была положена стилизация первого советского трактора «Коммунар».
Рядом с театром разбили сквер, в центре которого и сегодня радует глаз уникальный фонтан скульптора Евгения Вучетича. Ростов-на-Дону – город воинской славы. Это звание он получил за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. В годы Великой Отечественной войны он был оккупирован дважды и окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года. В память об этой дате был возведен памятник — стела высотой 72 метра. Стела представляет собой носовую часть корабля, с одной стороны которой скульптура богини Победы Ники, с другой — орден Отечественной войны первой степени. В центре Ростова-на-Дону возвышается памятник архитектуры — кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Величественный храм получил свое название в 1860 году, когда был окончательно построен и освящен на Рождество Пресвятой Богородицы. Осенью 2019 года, после многолетней реставрации, собор был освящен предстоятелем Русской Православной Церкви. Главным центром культурно-просветительской жизни армян Юга России считается храм на холме и одновременно мемориальный комплекс Сурб-Хач, история которого напрямую связана с историей города Ростова-на-Дону. Сурб-Хач в переводе с армянского «Святой Крест». Такое название храм получил по случаю привезенного из Армении большого камня IV века с вырезанным на нем крестом. В народе его называли «Святой камень». Финальным аккордом по основным достопримечательностям города становится прогулка по городской Ростовской набережной, расположенной на правом берегу реки Дон. Она получила имя одного из прославленных русских флотоводцев — Федора Федоровича Ушакова. Современная, с неповторимым обликом набережная Ростова-на-Дону богата широким собранием скульптур, которые так значимы для ростовчан и гостей города. Ростовчанка — символ всесоюзной красоты ростовских женщин. Знаменитый литературный персонаж Михаила Александровича Шолохова, шустрый мальчишка Мишка Коршунов, Нахаленок и многие другие не менее интересные скульптуры. Город постоянно растет и развивается уже в новом, современном ритме. Практически не представляется возможным в небольшом обозрении рассказать обо всей красоте и богатстве южного города Ростова-на-Дону. Каждый его уголок заслуживает отдельного и пристального внимания.